Здравствуйте, по ночам немеют руки, особенно беспокоит онемение пальцев правой руки во время работы. Я работаю стоматологом и приходится прерывать работу для разминки руки. Также есть хруст в суставах. Хруст в суставах — это всегда закрытие желчевыводящего пути или желчевыводящего протока. Для того, чтобы, неважно, если патология, извитость желчевыводящего пути или есть проблемы с самим желчным пузырем, я рекомендую принимать препарат Лунглин или Калила. Принимайте его по одной таблетке 3 раза в день. Утром натощак съедайте маленький такой 3 на 3, 3 на 3 сантиметра, наверное 1 на 1 сантиметр натощак кусочек свежего свиного сала, если вам позволяет ваша вера. Запивайте его водой, это будет лечением вашего желчного пузыря. Таким образом, через час только начинайте есть, ни в коем случае утром не ешьте никакой глюкозы, тем самым уберете вот такие проблемы хруста. Второе, видимо, скорее всего, это связано с какими-то процессами декомпенсации сосудов, может быть окклюзия сосудов, на фоне может быть сжатие межпозвонкового пространства, на фоне возможно остеохондроза, или возможно протрузии дисков, или возможно даже грыжи Шморля, или возможно листоза там, или чего-либо еще. Слава богу, заболеваний, которые могут быть, достаточно много. Но мы можем не выявлять данные заболевания, а постараться их предотвратить и убрать. Каким образом? На первое место я хотел бы вам поставить мое мнение о препарате вертебрализовая мазь. Это уникальная мазь, которая разработана мной, в которой находится до 80% действующего вещества папаин, которое изготавливается путем сухой экстракции вещества папайи. Тем самым происходит воздействие на мышечную ткань и на хрящевую ткань позвоночника, да, собственно, и на сам мозговой отдел позвоночника. Именно поэтому папаин является тем веществом, который восстанавливает все это. И просто обычное смазывание мазью вертебралис помогает буквально за несколько дней избавиться от вот таких проблем. В случае, если же там есть еще и боль, использовать совместно с препаратом Габбана. Естественно, и третий вариант. Для того, чтобы все-таки у вас не было в дальнейшем тромботизации сосудов и на фоне весны и лета у вас не происходило закупоривание сосудов, которое в дальнейшем может привести к самым сложнейшим проблемам, которые могут возникать, я рекомендую использовать препарат Гваргин, а также препарат Рутин. По одной таблетке 2 раза в день. Или легкая хода. Легка хода.